Last Christmas I gave you my heart. Привет, это Артур из Зеленых. К интересным новостям этой недели. В Минприроды назвали самые загрязняемые реки России. Лидерами списка стали реки Обь, Волга и Амур, которые подверглись наибольшему количеству экстремальных загрязнений в прошлом году. На Волге за год зафиксировали 925 случаев сильного загрязнения воды. Рейтинг рек с самым большим количеством случаев загрязнения в прошлом году вы можете видеть на экране. Еще 474 случая экстремального загрязнения были зафиксированы на малых реках Санкт-Петербурга, Ленинградской, Мурманской, Сахалинской областей, а также Камчатского, Красноярского и Приморского краев. В докладе отметили, что доля загрязнений тяжелыми металлами снизилась на 6% по сравнению с 2019 годом и составила 27% от общего числа случаев. А что с городами? Тут тоже история грустная. Их список вы также можете увидеть на экране. По-прежнему самым грязным остается воздух в Норильске. В Сергиево-Посадском районе речка поменяла цвет. Конечно же, под воздействием человека. 14 сентября пошел в лес в районе Скоропусковского поселения. Вышел к реке Кунья и офигел. Была река синяя, а стала желтой. Чуть не задохнулся от испарения реки хлором. Опять химзавод начал скидывать отходы в реку Кунья. Беспредел, пишут местные жители. Минэкологии Московской области исследовали речку и подтвердили факт нарушения. Установлено, что сброс происходит из колодца сетей водоотведения. На момент осмотра напор упал, сброс прекратился. По результатам проведенных мероприятий возбуждено дело об административном правонарушении. Остановит ли административное правонарушение дальнейшие сбросы в речку? Выводы делайте сами. Но если захотите идти к речке, противогаз все же возьмите. Что можно сделать на 4,5 миллиона рублей? Можно купить квартиру или машину, а можно вырубить лес. Что и сделал герой нашего сюжета. В конце августа зауралец в Курганской области нанял себе в помощь 3 работников. Причем они думали, что разрешение на рубку леса есть. Под его руководством мужчины повалили 141 березу. Древесину, распиленную на бревна, злоумышленник вывез из леса на принадлежащем ему грузовом автомобиле и продал. Свежие спилы и следы от протектора заметили сотрудники лесничества во время обхода. Они же обратились в полицию. Сейчас мужчина задержан. Ему грозит лишение свободы на срок до 7 лет со штрафом от 300 тысяч рублей. И по делам. Есть Гринч, который украл Рождество, а есть депутат, который украл пруд. Жители деревни Мужичкино под Красноярском возмущены. Они неоднократно жаловались на захват местного пруда депутатом Емельянского райсовета Муслимом Аббасовым. Вначале чиновник организовал там приватный пляж и закрыл доступ местным жителям. А на жалобы негодующих людей отвечал, что все это политическая акция оппозиционных партий перед выборами. Прокуратура инициировала проверку и пришла к выводу, что участок попал из федеральной собственности в частную незаконно. Аббасов пошел дальше. Он осушил пруд и заявил, что будет сажать картошку на освободившейся земле. То есть вы понимаете, да, депутат-помещик просто тупо себе присвоил озеро и осушил его. Впрочем, сам депутат ранее рассказывал, что потратил более 50 миллионов рублей на то, чтобы очистить и облагородить территорию пруда. Теперь прокуратура через суд пытается забрать озеро у депутата-помещика. Ну, что тут можно сказать? Такими темпами скоро можно будет купить пруд или озеро, а то и лес на каком-нибудь сайте продаж. Ждите меня на следующей неделе с новым выпуском, а я жду от вас лайка, подписки и колокольчика. И да пребудет с вами Мать Природа!